Съемник порошка. С помощью нажатия на фиксатор центральный он выходит из своего разъема. Видно, что он уже немного загрязнен. Есть много отложений от порошка. Перед тем, как его установить, помоем хорошо. Здесь есть два самореза, которые необходимо выкрутить. После того, как их повыкручиваем, то будет доступ к системе управления машинкой. Откручиваем их. Под крестообразную отвертку. Все шурупчики ложим в одно место, чтобы потом не потерять, не забыть, где они лежали. Теперь необходимо снять крышку верхнюю. Для этого в задней части необходимо открутить два самореза. Один находится слева, второй справа. В стиральной машинке. Они имеют увеличенную шляпку для хорошего контакта с пластмассой, что отличает их от других. И снимаем крышку. Потянув крышку на себя, немного приподняв, будет из паза вот таким образом. Вот так выглядит крышка машинки Samsung VF05-08. Отлаживаем в сторону. И теперь необходимо снять переднюю панель с платой управления. Соединить все разъемы платы управления. Опять же, не перепутав их местами. Нажатием снизу освобождаем разъемы. Здесь есть два шурупа крепления передней панели. Откручиваем их. Это все нужно делать при отключенных розетках, я говорил, потому что может сгореть что-нибудь. Вот соединяем остальные разъемы платы управления. Все разъемы снимаются путем нажатия на кнопку снизу. Перед этим необходимо еще снять приемник порошка. Вот такие три самореза здесь, коротеньких. Соединяем шланг подключения к баку. И он выходит со своего места. После этого плата управления передней панелью снимается. Соединяем все, что мы не достали в начале. С помощью отвертки нажимаем и снимаем всю панель. Вот такая у нас панель получилась. Так она выглядит. Отлаживаем в сторону. Можно будет протереть сухой тряпочкой здесь аккуратно. Здесь порошок. Она все залита у нас лаком. Очень надежная плата. Необходимо отсоединить переднюю панель. Для этого откручиваем два самореза в верхней части.
Снимем крышку декоративную, которая закрывает фильтр помпы и сливное отверстие. Она легко здесь отстегивается, если слегка нажать с обеих сторон на защелке. Вот так она выглядит. Теперь необходимо внизу открутить 3 самореза. Теперь необходимо открыть дверцу и снять уплотнительную резинку. Для этого отодвигаем резинку, край, и находим там стопорное кольцо пружинное. Его необходимо вывести из зацепа. Стопорное кольцо можно снять. Вот оно подпружиненное. И после этого резинку вставляем внутрь, чтобы она не мешала снимать переднюю панель. Открутив все саморезы, снимаем переднюю крышку осторожно, стараясь не повредить. Закрытие дверок и замок. Открываем, соединяем разъем. Он слегка подгорел, надо будет его обработать смазкой ВД. И переднюю крышку с дверцей отставляем в сторону. Теперь отсоединяем шланг прессостата. Вот он заведен в такую разъем. Здесь также путем нажатия на хомут снимаем его с прессостата и соединяем внизу все, что с ним связано, чтобы он нам не мешал больше. Теперь откручиваем балласт от бака. Теперь снимаем верхний груз балласта. Соединяем шланг, идущий на помпу. Для этого откручиваем крепеж прессостата. Вот он дошел со шлангом. Разжимаем хомут помпы слива. После этого необходимо отсоединить крепеж контакты тена. При этом запомним местоположение разъемов основных. Теперь откручиваем мотор и отсоединяем его от разъема. Теперь откручиваем 2 болта крепления двигателя. Вот такой мотор у нас. Есть уже щетки, которые будем менять в дальнейшем. От бака откручиваем амортизаторы.
Теперь, сместив барабан вверх, снимаем пружины подвеса. Не мешали. Вот они имеют такой внешний вид. Наконец наш бак можно вынуть из машинки. Аккуратно опускаем, чтобы ничего не зацепить. И начинаем его фиксацию с помощью пружин. Сначала верхние пружины подвешиваем. И после этого нижние амортизаторы будут. Берем амортизатор и надеваем барабан на его проушину. В таком положении. И то же самое с другой стороны. После этого фиксируем болтами. И второй. Теперь подключаем шланг помпы. Затянув хомут до упора. Подсоединяем шланг, который идет к датчику разряжения. И подсоединяем фиксатор этого шланга к корпусу бака. Подключаем шланг к датчику вакуума, заправив шланг в зацепы на баке. Здесь хомут разжимной, быстросъемный. Теперь поднимаем машинку и подключаем тены нагревательные бака. Выкручиваем крышку защитную тенов. Она надевается с небольшим поворотом. И закручиваем два шнурка фиксации. Хорошо протираем провода и соединяем все датчики тена в том положении, как они были до этого. Синий провод самый левый, затем идет коричневый двойной, затем идет красный и заключительный штекерный разъем. Провода можно изолентой немножечко скрутить, чтобы они не висели, не мешали работать. Можно использовать стандартный хомут, который был здесь изначально. Но у меня его пока нет, поэтому изолентой тоже неплохо зафиксировать провода. После фиксации проводим прикручивание грузов на барабан. Сначала прикручиваем верхний груз. Затягиваем тремя болтами. Можно проверить работу амортизаторов. Для этого нажимаем резко и бросаем. Он должен, не прыгая, стать на свое место. Значит, амортизаторы работают. Теперь передние грузы. Не перепутав их местами. Левый груз. Вот
закрепленный. До установки крышки можно подкрасить видимое ржавое место, которое мозолит глаза. Натираем тряпочкой и используя специальный карандаш для керамики и ванн, всего остального. Подкрашиваем смело это место, пока удобно. Теперь необходимо установить переднюю стенку с дверцей. Навешиваем переднюю стенку и дверь. Не забывая при этом в первую очередь подключить датчик закрытия дверей, который находится здесь внизу. Я слегка его почищу WD-40. Подключаем к разъему внизу. Теперь закручиваем болты крепления верхние и нижние. Верхние закреплены, теперь закрепляем 3 нижних. Теперь необходимо установить резиновый кожух уплотнитель на свое место. Выводим его изнутри и надеваем на корпус. Когда резина одета на паз, берем хомут и одеваем вниз пружиной для фиксации его выпадения. Теперь устанавливаем короб для порошка и 2 подводных шланга для воды. Подключаем нижний шланг. Хомутом и боковой шланг, установив короб на свое место. Это невысокая, поэтому хомуты должны быть наиболее мощные, что в частности и есть. Фиксируем короб распределения моющего средства. Вот так все закреплено хорошо. Теперь необходимо установить плату управления. Здесь ошибиться тяжело, потому что все разъемы разные. Зеленые в зеленых, красные в красных. Вот все контакты подключены. Теперь закрепляем панель управления на корпусе. С помощью небольших фиксаторов. Здесь еще вот есть 2 разъема. Нужно подключить нам. Тоже пронумерованы синий и белый. Вот в таком положении фиксируем сверху 2 болтами. И 2 болта с торца возле приемника порошка. Вот они. Устанавливаем лоток для порошка. Нажал центральную кнопку
Вот он уже стоит. Я умышленно еще не показывал, что ставится мотор в последнюю очередь. Сейчас я проведу его ревизию, поменяю щетки и в следующем видео выложу порядок их замены. Потом установим его на место и проверим машинку. Теперь осталось установить на место мотор. Он устанавливается на барабан, поэтому здесь для него есть определенные места фиксации. Два выступа с одной стороны и два с другой. Для фиксации электромотора. Вот он стал. Очень удобно. С помощью разъема подключаем электромотор и затягиваем двумя болтами такого плана крепеж. Натянул болты, необходимо установить ремень привода барабана зубцами внутрь. Для этого мы надеваем на шкив двигателя и, проворачивая шкив барабана, натягиваем ремень. Вот он. Надо слегка прокрутить, проверить, как он крутится. Крутится легко и без заеданий.